Look, if you have blood pressure, low blood pressure, Если у вас низкое кровяное давление, it's much better not to apply it. лучше не наносить данный препарат. If you have the cholesterol, Если у вас сниженный уровень холестерина, be careful how many times you are going to apply it, because you are going to break the adipocyte, and all that fat is going to go to the bloodstream. и также будьте аккуратны с этим продуктом, потому что он будет разрушать адипоциты, и непосредственно вот этот весь жир, он уйдет в кровяной поток. With diabetes, it's not something that it's going to really be a problem. Это, конечно, не будет большой проблемой. But the normal side effects that you are going to have with something that is going to be traumatic for that body, and at the same time you are going to release that fat in our body, and you are going to. И в то же время, помимо того, что это будет очень болезненно, вы высвобождаете очень большое количество жира, которое непосредственно попадает в наш организм. Извините, пожалуйста, а что за солевой раствор, 50-процентный, где они его берут? 50%. Нет, он написано 5 с раствором без раствора. Неправильно написано. Еще один вопрос. С кавитацией как применяется? Протокол процедуры с кавитацией. Один раз в неделю кавитация на область. Можно я вас расспрашиваю? We did. We did different techniques. The problem is we don't have time to talk about all the techniques because today we have just only 2 hours. У нас нет времени как бы подробно рассматривать каждую технику нанесения. But there's many different techniques, like you are asking. Но существует очень много техник, вот, например, и та, о которой вы спрашиваете. I hope that some of yours will come to share with us in Barcelona. Я надеюсь, что многие из вас будут иметь возможность приехать к нам в Барселону, Because we are using different techniques. потому что мы используем действительно множество различных техник. One of our experiences is the cavitation. И одна из них это кавитация. In combination with the PPC. В сочетании с PPC. We evaluate the results just alone cavitation. Мы рассматриваем варианты, которые мы получили только при процедуре кавитации. And we saw that we were mixing. И в том случае, когда мы сочетаем, например, кавитацию и дренинг. With the PPC, we were getting much better reduce. И когда мы, например, увидели результаты, мы увидели, что кавитация и PPC дает более лучший эффект, чем, например, использование только при кавитации. But at the end, it's like if you are using the hydrolipoclasia. You know the hydrolipoclasia? Hydrolipoclasia. Is when you inject water, saline suero, inside the tissue, and you are applying electronic cavitation. Когда вы, получается, вводите соляной раствор под кожу и потом воздействуете. Plastic cavitation. Maybe later with Dr. Maria. Может быть, позже доктор Мария объяснит вам данную процедуру. She will explain you in Russian. Она объяснит вам данную процедуру на русском языке. And I will tell her about it. Девушка. Another experience that we have is the cryolipolysis. И другой опыт, который у нас есть, это криолиполиз. In combination with the PPC with excellent results too. Также в комбинации с препаратом PPC мы получили отличные результаты. Для гипотоника, если кофеин добавить кубик. Не гипертоник, нет, не подскочит ЧП. With the low pressure. И он говорит, что I have not experience with that. У него нет данных. Нет, если не повышает, наоборот, понижается давление. Пусть кофеин чуть быстрее. Кофеин может использовать как обычную процедуру и проконтролировать.
Нет, вообще пониженное давление. Да. Не смешивать сейчас. С коктейлем? No, sorry, I didn't understand it. The caffeine. Кофеин? Кофеин? No. Нет. The problem is if you, the caffeine, what you are going to look for. Проблема в том, что кофеин, который вам нужен, You are going to look for receptors. вам нужно найти рецепторы. The caffeine is looking for the alpha receptors, Кофеин, он воздействует на альфа-рецепторы. inhibiting these alpha receptors. Inhibiting. И ингибирует действие альфа-рецепторов. These alpha receptors are in 4 millimeters, not deep. You cannot find receptors in the adipocytes. И эти рецепторы на расстоянии 4 миллиметров. И, соответственно, невозможно найти эти рецепторы на этой глубине. Then when you mix both of them, И когда вы смешиваете два, the caffeine really have no action. и кофеин не имеет никакого действия. That's the point. Another thing is if you will use silicium. Другая ситуация, когда вы будете использовать кремний. Sometimes we were mixing that silicium, Иногда мы смешиваем кремний. and then you can reestablish that net. Then yes, you can do it. Тогда да, это будет более эффективно. Another technique that we were doing before is instead of the point by point every 12 millimeters, Другая техника, которую мы используем вместо точка за точкой, is doing like in a cannula, a retrograde injection, ретроградную инъекцию, mix it with hyaluronidase, смешанную с гиалуронидазой. because the hyaluronidase has a diffusor effect, Потому что гиалуронидаза имеет диффузиозный эффект. and spread the quantity of the PPC, and many times you have not to use as many. И дрейнинг PPC вы не должны использовать прям очень часто. Let's go to continue. Some pictures of after 3 treatments, what we can get with the PPC. Еще один пример результатов, которые мы получили после 3 процедур PPC. Next. Just with one session. Это всего лишь одна процедура. One session in the neck. Remember that it's always 6 millimeters. Сделанная на шее, помните, что глубина введения составляет 6 миллиметров. Another treatment with 6 treatments. И три процедуры. Результат после 3 процедур, которые вы тоже можете наблюдать. Normally we combine it with PPC capsules. Также мы чаще всего комбинируем данные продукты с капсулами PPC. That is going to work in a different way, but it's going to improve the metabolism. Которые будут действовать каждый на своем уровне, но в то же время улучшать метаболизм. Not absorbing the fat. И будет абсорбировать жир. Next, the combination of that one is just only soy lecithin and L-carnitine. И ингредиенты, которые используются в данных капсулах, это соевый лецитин и L-карнитин тартрат. Why we are not using the sodium desoxycholate in the capsules? Почему мы не используем дезоксихолат натрия в капсулах? Because it's very irritant for the stomach. Потому что он имеет раздражающее действие на желудок. And what we are looking for with the PPC is to absorb all the fat. И что нам нужно? Нам нужно абсорбировать весь жир из организма. And to activate the metabolism of our mitochondria through the L-carnitine. И также активировать метаболизм в митохондриях при помощи L-карнитина. Next. If we will talk about cellulitis, not localized adiposity, cellulitis. Если мы говорим не о локальном ожирении, а о целлюлите. We must always see that the cellulitis it comes because different problems. Мы должны помнить, что целлюлит он происходит вследствие различных проблем. Intracellular, extracellular, Внеклеточных, toxical and vascular. токсичных, сосудистых проблем.
and liquid retention. И также происходит задержка жидкости Next, в организме. we have to distinguish Мы должны разделять different kinds of cellulitis. различные виды целлюлита. The first one that we call adipose cellulitis. И один из видов это адипозный целлюлит. With this adipose cellulitis, we need to use lipolytics, При лечении данного вида целлюлита мы должны использовать like it can be the caffeine that we were saying before, как, например, кофеин, о котором мы говорили недавно, coadjuvants like the L-carnitine, также липолитические вспомогательные вещества, как L-карнитин, and eutrophics like it can be the silicium. и нейтрофилы, такие как, например, кремний. Next. We must work in the Krebs cycle. Мы должны также работать непосредственно мы должны обращать внимание на клетку в цикле Кребса. We must work inside that adipocyte. We must work through the receptors. При лечении целлюлита мы должны работать с рецепторами, Stimulating adenatocyclase, inhibiting стимулировать phosphodiesterase. аденилцитатазу, воздействуя на нее фотоэстеразой. Next. And the product that we are using for that thing, that has the active ingredient for that thing, is the slimming. И ингредиент, который непосредственно помогает и эффективен при лечении данного вида целлюлита, это иннослиминг. We are using another product that is going to work in the same level, that is the tracer, that is a combination of these many different trace elements. И также мы используем при лечении данного вида целлюлита препарат иннотрейсер, который в свою очередь сочетает множество элементов, которые воздействуют на клеточные составляющие и ускоряют метаболический процесс. These trace elements has two actions. Данные элементы имеют два действия. One in the body, but because it's going to work directly to the AMP, Первое – это непосредственно действие на тело, or in the face, because it's going to reestablish the metabolism. или же, например, на лице воздействие для того, чтобы метаболический Because процесс the antioxidant capacity. вследствие своей антиоксидантной способности. How we are going to apply that products? Как мы будем применять данные продукты? We are going to apply in that cellulitis area, point by point, 4 millimeters. Мы будем применять 4 миллилитра точка за точкой на поврежденных участках тела. Please don't deliver in papula. Пожалуйста, не делайте папу. And it must be one session every week. Одна сессия, одна процедура каждую неделю. And after these 6 weeks, we are going to evaluate the results. И после 6 процедур нам нужно оценить результат. Next. A classical protocol Классический протокол, that you have localized adiposity, который имеется для адипозного целлюлита. but at the same time it's coming with adipose cellulitis. Но в то же время, который непосредственно применяется при лечении адипозного целлюлита. We establish a protocol that is, we are going to start with the PPC. Мы создали протокол, который начинается с применения препарата PPC. We are going to follow with the slimming. Далее идет препарат слиминг в течение следующих недель. 4 weeks after, in the meantime, after we will apply again the PPC. И потом после 4 процедур слиминга мы опять наносим PPC. Sometimes people is asking, because it's working in different levels, can we apply the same treatment? Часто врачи спрашивают, так как эти препараты воздействуют на различных уровнях глубины, можем ли мы их наносить одинаковой техникой? Slimming and PPC. Слиминг и PPC. Chemically, yes, Химически, да. we can. Мы But можем. we are going to punish too much the client, then it's much better to apply in the next weeks. We are going to punish.
Но мы будем этой процедурой как бы наказывать клиента. And then the client is going to suffer, И клиент будет страдать от данных процедур. and the skin is going to be very sensitive, and it's Так much как кожа better to очень apply in different чувствительна. weeks. Next. If we will talk about this adipocyte cellulitis, this is the result following the protocol that we were looking before. На данном изображении вы можете видеть результаты, которые были получены после применения протокола, который мы с вами рассмотрели ранее. Can we mix in the treatment, for example, after 6 weeks firming, because there's sagging in that cellulitis? Yes, we can. Можем ли мы использовать, например, такой продукт, как фермин, после лечения целлюлита и последующего обвисания кожи? Да, мы можем, например, после 6 недель использовать такой препарат, как фермин, чтобы укрепить часть, обвисшую часть тела. Next is the video, the next one. If we will talk about infiltrative cellulitis, Если мы говорим о инфильтративном целлюлите, what is the more characteristic of this infiltrative cellulitis? Is the water retention. основная характеристика данного вида целлюлита – это задержка воды. Then we need to work with active ingredient that is going to have this diuretic effect. В свою очередь мы должны воздействовать на данный вид целлюлита какими-то активными ингредиентами, которые будут обладать диуретическим эффектом. Vasomotors, vasodilatation, eutrophics, active ingredients that is going to work in everything that is going to give this infiltrative cellulitis. В свою очередь мы должны воздействовать всеми ингредиентами, которые будут воздействовать на причину появления данного целлюлита. What we are going to use in that case? Sinara Plus. В этом случае мы используем такой препарат, как Sinara Plus. Because the powerful effect who has in front of the water retention. Потому что данный препарат имеет очень мощный эффект, который борется с задержкой воды. Next. How we are going to apply it? Метод нанесения. We are going to apply it in the areas of the cellulitis or the vascular excess. Мы наносим непосредственно данный препарат на поврежденные области. It depends who is applying. We are going to apply it or in a point by point 4 millimeters. Or we are going to apply it in combination with Napash in 1 millimeter. Or like Dr. Maria is going to tell you later, she's applying in different micropapulas in 3 millimeters. И также техники нанесения могут быть различны. То есть либо это точка за точкой на глубину 4 мм, либо это Напаш, либо это техника, о которой будет рассказывать доктор Мария. Minimum 6 applications every week. Минимум 6 процедур, одна процедура в неделю. And next, and the protocol for this infiltrative is normally this infiltrative cellulitis, it comes with adipose cellulitis. Then we are going to fight in front of this water retention, or after that apply to the adipocyte cellulitis, and again for the water retention. То есть мы сначала устраняем причину задержки воды, используя препарат Sinara Plus в течение 3 недель. Далее мы опять же воздействуем на адипоцитный целлюлит при помощи препарата Slimming, и потом опять же воздействуем препаратом Sinara Plus, устраняя опять же задержку воды, и так в течение 8 недель, как вы видите по протоколу. At the end, after 8 weeks, next we have the classical patient. И вот после 8 процедур вы можете видеть результаты. That we were applying the protocol that we were showing before. Это результаты того протокола, который был показан ранее, до и после. Next, we can classify the hypotonic cellulitis. Можем классифицировать гипотонический целлюлит. This hypotonic cellulitis always come with sagging. Данный вид целлюлита всегда сопровождается обвисанием. We need to firm
that skin. Мы должны придать упругость этой части тела кожи. We need eutrophics, vasomotors, vasodilatation. Нам нужны для этого эвтотрофы, венолимфотоники. We need to use melilotos, rutin, silicium. Также мы должны использовать все показанные вещества, такие как рутин, экстракт тоника, кремний, пируват натрия, диметиламиноэтанол. Yeah. And the classical active ingredient, the main active ingredient we use in every protocol with these cellulitis is the firmin. И основной препарат, который мы используем во всех процедурах по целлюлиту, это фермин. And because it's a combination with the adipocyte cellulitis, next we must combine it with the slimming. Потому что в процедурах по лечению целлюлита мы также должны использовать такой препарат, как слимин. The local application next. What we are looking for with the DMAE is this tight effect. Местное применение ТМАИ, оно дает эффект как бы упрочнения, уплотнения кожи. We are going to contract the elastic fibers. Мы укрепляем таким образом эластичные волокна. Next. We must fight in front of that cellulitis through the receptors, through the Krebs cycle. Мы должны бороться с этим видом целлюлита на уровне рецепторов, цикле Кребса в том числе. Here is the slimming, which is going to work. Вот здесь показан слимин, который воздействует на клетки в цикле Кребса. And the protocol that we are going to use is especially in the sagging areas. We are going to apply the DMAE in papulas. И в свою очередь протокол, который мы будем использовать, это нанесение ТМАИ папульным образом. We can apply in the same session or in different sessions the slimming in a point-by-point technique. Мы можем наносить слиминг техникой точка за точка. Normally, who is going to tell you if we will apply both products in the same session is the client. В то же время можем наносить оба продукта, получается. Because it's how they are going to tolerate the pain. Потому что данные продукты способствуют тому, что пациент может выдержать вот этот болезненный эффект. I'm not saying that it's painful, but I'm saying that it's not comfortable. И я не могу сказать, что эти процедуры прям болезненные, но они очень некомфортны. And we are going to make the treatment every week for 6 weeks. И поэтому мы должны делать одну процедуру в неделю на протяжении 6 недель. Next, the classical protocol Классический протокол is start for 2 sessions with firmin, with DMAE. Начинаем все с препарата фермин, с ТМАИ, Combining with the slimming. сочетая это все со слимингом. Again, 2 sessions of firming. Опять 2 процедуры с фермингом. Combining with the slimming and finalizing with the firming. Опять один слиминг и 2 последние процедуры ферминг. Because what we need to reestablish this flexibility. Потому что нам нужно восстановить эту упругость кожи. Next. These are some of the results that we can get, not just only in the body areas, we can do it in the legs area for this sagging. Также на данном примере мы бы хотели вам показать, что мы можем воздействовать не только на целлюлит, но и также воздействовать препаратами на различные области рук и ног, например. Or in the tummy. Или же на живот. Excellent results just only using the firming. Это отличный результат использования только ферминга. This is without the thermage. Это без дермажа. We have the 4 kind of cellulitis. У нас есть 4 вида целлюлита. That is the fibrous cellulitis. Фиброзный целлюлит. What's the active ingredient? What we need to do in this fibrocellulitis? Какие активные ингредиенты мы будем применять для лечения фиброзного целлюлита? We need to break the fibrosis. Нам нужно разрушить фиброз. Who is doing that work?
Какие активные ингредиенты способны сделать это? The enzymes, the hyaluronidase enzymes. Гиалуронидаза. Then, if we have to take the option, the main active ingredient is the hyaluronidase. И если нам выделить из, получается, всех активных ингредиентов более мощный ингредиент, им будет гиалуронидаза. And what is the hyaluronidase? Что такое гиалуронидаза? The hyaluronidase is a powder. Powder. Это пудра. Why it's in powder? Because when we will mix it with the water, we cannot keep the stability. Когда мы смешиваем, получается, гиалуронидазу с водой, мы не можем получить стабильный раствор. We can maintain just only for 1 month the stability of the product when we reestablish with the water. We can keep the stability Мы можем сохранить стабильность just only for 1 month только в течение 1 месяца, when we will mix it with the water. после того, как мы разведем это, получается, пудру с водой. Always keep it in the fridge. Всегда храним в холодильнике раствор. When you reestablish the hyaluronidase is measured in international units. Гиалуронидаза, получается, имеет свойство определяться в определенных единицах. Every vial Каждая ампула, hyaluronidase has 1,500 international units. каждая ампула гиалуронидазы содержит 1500 вот этих вот единиц. When we add the saline, we are going to use 10 ml of saline to reestablish the powder. Когда мы производим раствор гиалуронидазы, нам нужно 5-10 мл физиологического раствора. It means that every milliliter has 150 international units. Это значит, что каждый миллилитр содержит 150 единичек гиалуронидазы. Normally, we are using in the slimming treatments for that kind of cellulitis in between 1 and 2 milliliters, in between 150 and 300 international units. И для лечения данного вида целлюлита мы используем в среднем 150 или 300 единичек данного компонента. Is it clear? Все ли понятно? We have the powder. У нас есть соль. We put 10 ml У нас saline. есть пудра, мы туда добавляем физиологический раствор. And then we are going to take 1 or 2 ml of that saline that's going to be 150 or 300 international units. И мы берем 1 или 2, получается, миллилитра, которые в свою очередь содержат либо 150, либо 300, в зависимости от того, сколько мы возьмем, единиц гиалуронидазы. The hyaluronidase has this enzymatic effect to break the fibrosis. Гиалуронидаза имеет разрушающий эффект на фиброзные ткани. Sometimes we mix it with the slimming or with the Sinara Plus. Иногда мы смешиваем это со слимингом или с Синарой плюс. There's only one problem. Но только одна проблема. It's quite itchy. Это довольно жжет, когда вводите пациенту. And there's some of the patients that they will not tolerate too much the И многие пациенты, они не выдерживают вот этот зуд, это жжение. but in the other hand it's very effective. Но с другой стороны, это очень эффективно. А обезболивающими можно прокаином, например? The problem with the procaine, Проблема с прокаином you can заключается в том, combine it, вы можете, в принципе, его применять. but sometimes when you use the procaine, Но иногда, когда вы используете прокаин, you can see that the solution will turn white. вы можете увидеть, что в растворе образуется белый осадок. А если отдельно прокаин проколоть, It's better to do it separately. Лучше использовать, конечно, это отдельно. The problem with the procaine, the pH is very low. И проблема в том, что pH прокаина очень низок. It's around 2. Это около 2. And
The other things are around 6. А с другой стороны, у гиалуронидаза около 6. Yes, the hyaluronidas. Then when you mix it, И когда вы, получается, смешиваете эти два ингредиента, if you will leave it for some hours, если вы оставите для воздействия на несколько it часов, will be precipitation. вы, да, Then you must осадок. to apply it immediately. И вы должны будете непосредственно ликвидировать этот эффект немедленно. In my way to think, it's much better to apply before the procaine and after that the hyaluronidas or any other А через treatment. сколько дней можно физические упражнения, массажи, поддренажи, кавитацию? Normally they are using after one day, after 24 hours, they can start any physically program. После буквально 24 часов можно начинать какие-то физические нагрузки And what you are заниматься. saying, you must be careful because what you are saying with the procaine happens always when you use a product with silicium. И в то же время нужно быть аккуратным, то есть с протеином, когда вы используете продукт, который содержит кремний. Lidocaine, procaine, any anesthetic, when you mix with the silicium, many times it turns white. Во многих случаях, когда вы смешиваете какой-либо анестетик, например, как прокаин с кремнием, то он дает белый осадок. Then don't leave it for 10 minutes or 15 minutes. Apply it immediately because if not, it will be precipitation. И нужно непосредственно после того, как вы разведете, нанести немедленно, потому что если вы подождете 10 или 15 минут, будет образован осадок. А можно ли совмещать карбокситерапию? Совмещать, например. Через какое время можно совмещать карбокситерапию? Carboxytherapy for the in the body. Нет. Look, Да, тело, например, мы делали сегодня через 2, через 3 дня. Можно ли карбокситерапию? yes. The action is completely different. Действие абсолютно разное. And where you inject to apply the CO2 is different than the mesotherapy. Это различная техника, отличная от мезотерапии. One is to remove or to take the oxygen, removing the CO2, and the other one is going to work in the receptors. Then you must to leave normal 1 week, 10 days in between applications. Вы должны подождать где-то 7 дней или 10 дней между, получается, этими процедурами. Почему? Потому что это две различных процедуры. Одна воздействует непосредственно на рецепторы, а другая занимается перемещением кислорода и СО2. Поэтому нужно сделать перерыв 7-10 дней. Especially because the carboxytherapy is very painful. Особенно с учетом того, что карбокситерапия, она очень болезненная. А кавитация, лимфодренажа, аппарат? Cavitation is like she was saying before. Normally, when you are doing mesotherapy, Когда вы делаете мезотерапию, you must to follow the rules, the weeks. вы должны выдерживать какие-то определенные правила. You are going to apply, for example, this one every week. Например, вы должны применять какой-то препарат в течение какого-то времени. Например, в течение недели вы должны что-то прокалывать. Then there's no interval in between to apply the cavitation. И не должно быть каких-то интервалов, например, или прерывистых, да, то есть моментов для кавитации. But we can do a protocol that you can, for example, use the slimming 1 week, another week you can use cavitation, another week you can use slimming. It depends how you will combine it. И в свою очередь, вы можете сделать протокол. То есть, например, 1 неделю использовать слиминг, потом сделать кавитацию, потом, например, проколоть феминг. То есть это все зависит непосредственно от того, какой пациент и как вы непосредственно будете работать и составлять свой уже протокол. Following with the next. Following with the protocol. Следующий протокол. Many times we are applying the slimming. Очень часто мы наносим слиминг. And here is written 600. I will not recommend to use more than 300 international units. Здесь показано 600 единиц для использования, но я бы вам не рекомендовала использовать большее количество, чем 300 единиц. You can take 5 ml
Вы можете взять, набрать 5 мл of slimming слиминга and 1 or 2 of hyaluronidase. и 1 или 2 гиалуронидаза. You will apply, after that you will apply the slimming, the next week Inara for the water retention, slimming, and again after 1 month you will apply the hyaluronidase. И далее вы наносите слиминг по протоколу, потом Синару плюс, которая борется с задержкой жидкости, потом опять слиминг, и через месяц вы опять возобновляете процедуру, начиная со слиминга и гиалуронидаза. Next. If you can see in that fibrosis cellulitis, we can get these results. На данном изображении вы видите, то есть те результаты, которые мы получили при лечении фиброзного целлюлита. With the protocol that we were using before. С учетом того протокола, который мы вам показывали ранее. Next. Another way to use the hyaluronidase. Другой способ. Because it breaks the union of the hyaluronic acid. Так как она разрушает гиалуроновой кислоты. And when you apply any filler that it can give you a granuloma. И когда вы наносите какой-либо филлер, который может в свою очередь дать гранулему. In the granuloma, you have to apply around 300. Вам нужно нанести около 300 international units единиц plus the corticosteroids. глюкозостероидов. Corticosteroids. Then we use the hyaluronidase. Затем мы используем гиалуронидазу. Fibrosis or when we have a granuloma produced by the hyaluronic acid. Когда у нас есть фиброз или когда нам нужно разрушить связи гиалуроновой кислоты. Еще раз, можно сколько глюкокортикостероидов? Единицы. How? 300. How many Can you tell it to me? Я должна присоединиться. А меня слышно? Да, слышно? Не слышно. А там слышно ведь, правда? Да. Доброе утро всем. Я вот тут, видите, вклинилась в вашу беседу по поводу отвечаю на вопрос по поводу применения стероидов для лечения гиперкоррекций. Хочется сказать, что в большинстве случаев мы используем чистый раствор гиалуронидазы. Объем растворителя зависит в большинстве случаев от вязкости используемого филлера. Например, если вы используете для устранения гиперкоррекции гиалуронидазу, например, был введен очень вязкий гель, да, типа Restylane Perline, да, вы используете более концентрированное разведение гиалуронидазы, мы обычно используем около 4 мл. И наоборот, в противном случае, если вы устраняете гиперкоррекцию филлером, которые менее вязкие, да, то есть концентрация 18, 20, 22 мг на миллилитр, вы можете использовать до 10 мл объема растворителя. В случае, если эта гиперкоррекция не свежая, то есть прошло больше месяца, 3 месяцев, и она плохо поддается монотерапии гиалуронидазы, вы можете использовать глюкокортикостероид в комбинации с гиалуронидазой. Обычно мы используем либо дексаметазон, либо триамцинолон в соотношении 1 к 1 или даже 2 к 1 на 2 части гиалуронидазы используется 1 часть глюкокортикостероида. Итак, если в общем и целом вам для устранения гиперкоррекции, допустим, нужно 0,5 мл готового раствора, то из него примерно вы набираете 0,2 мл стероида, разведенного физиологическим раствором натрия хлорида или не разведенного, и, соответственно, раствора гиалуронидазы. В случае использования высоких концентраций глюкокортикостероидов мы боимся развития атрофии, поэтому здесь доза подбирается индивидуально, титруется, но в общем и целом соотношение примерно 1 к 1, 2 к 1 в пользу гиалуронидазы. Спасибо. Perfect just next, just only to finalize with this chapter, is that all the cases that we were saying before, все случаи, о которых мы говорили ранее,
it can combine in different ways. It can come adipose like fibrosis, infiltrative like fibrosis, adipose by hypotonic. It means that we must to combine all the tools and all the products that we have to get the results. Соответственно, в практике могут наблюдаться различные виды смешанного целлюлита, такие как адипозно-фиброзный, инфильтративно-фиброзный, адипозный и тому подобные вещи. И что бы я хотела сказать, мы должны использовать все возможные методы в нашей практике, различные протоколы, комбинировать их для того, чтобы достичь какого-то результата. We finalize this chapter. We finalize with TDS. Закончили эту главу, закончили ТДС препараты, закончили тело, body, face, лицо. and now we are going to make a quick talk about peelings. И теперь мы бы хотели сделать короткий рассказ по поводу пилингов. Краткая презентация. А можно, пока мы не отошли от темы, можно ли задать вопрос при этих проблемах ожирения, целлюлита, при заболевании сахарного диабета, возможно ли вот эти вот использовать эти препараты? Мы можем сочетать различные препараты, но мы должны быть осторожными. That's very specific. Это очень специфический вопрос. Especially with the eutrophics that we are going to use. Особенно с эутрофинами, которые мы будем использовать. Maybe Masha, can you explain to them about the diabetics? Мария сейчас, возможно, объяснит, если у нее был опыт воздействия. Вопрос касался, я так понимаю, применения антицеллюлитных программ при сахарном диабете, да? Да. Правильно. Я хочу сказать, что вы знаете, что существуют различные типы диабета, первый и второй тип, и на самом деле некомпенсированный или декомпенсированный сахарный диабет является абсолютным противопоказанием к назначению вообще любых эстетических программ. Чего мы боимся? Какие у нас могут быть проблемы с пациентом? Прежде всего, вы знаете, что у пациентов с диабетом имеется плохая репарация. У них имеется микроангиопатия и как такой конечный вариант формирования диабетической стопы вследствие резкого ухудшения трофики. Это первое. Второе, как говорим мы дерматологи, сладкую кожу любят стафилококк и стрептококк. Поэтому вторая большая проблема – это присоединение вторичной инфекции после сеансов инъекционной коррекции. И всегда у пациентов с сахарным диабетом мы боимся вторичных инфекционных осложнений после контурной пластики и мезотерапии, поскольку зона покрытия достаточно широкая. Итак, для меня, конечно, это пациенты с относительными показаниями. Результаты, которые мы получаем, зависят от степени тяжести основного процесса. И эти пациенты более склонны к отечности, поэтому, в принципе, для таких пациентов сеансы мезодренажа достаточно хорошо помогают. Что касается коррекции веса, то это гораздо более глубокая эндокринологическая проблема, поэтому здесь результаты не всегда хорошо воспроизводимы, с одной стороны, а с другой стороны хочу вас предостеречь, может быть, у нас будет возможность об этом поговорить, от процедуры инъекционного липолиза, потому что у таких пациентов часто бывают нежелательные явления именно на использование дезоксихолата. Поэтому ответ – да, возможно, зависит от степени тяжести основного заболевания, и будем очень аккуратны в плане развития отсроченных осложнений, связанных с присоединением инфекции, прежде всего, и второе – возникновение сосудистых проблем. Поэтому только непрямые липолитики и препараты сосудистого действия. Ответила на вопрос? Да, спасибо. Let's go to the peelings. Вернемся к пилингам. What we are looking for, because we are looking for a damage, because we producing that damage, producing that inflammation, we are going to get a response, and we are going to get an effect. Что мы делаем при помощи пилингов? При помощи пилингов мы контролируем, повреждаем кожу для того, чтобы добиться терапевтического эффекта, эффекта восстановления. Next.
The most important is to identify how deep are going to arrive the different assets. Прежде всего нужно понимать, на какую глубину способны проникать различные кислоты. And what's the level that we want to work? И каков уровень, на котором мы должны работать. Next. The peeling penetration is depending about 4 different variables. The molecular weight of the water, the pH of the formulation, the concentration of the acids, and the pKa. И проникновение пилинга зависит от 4 основных характеристик. Это малярная масса воды, pH раствора, концентрация кислоты и также непосредственно показатель кислотности, pKa кислот. Next, we were saying before how important is the water, because that water is going to deliver the acids in the right way. И в свою очередь до этого мы говорили о значимости воды. Почему вода значима? Потому что она воздействует на кислоту нужным образом. And what we are looking for is a peel being uniform, not in patches. И что нам нужно? Нам нужно добиться эффекта равномерного пилинга, а не какого-то местного воздействия. Next. How it works the peelings? Как работает пилинг? We have the water. У нас есть вода. We make it with the acid. Также у нас есть кислота. The acid deliver what we call protons, hydrogens. И вода высвобождает протоны. This proton Данный протон, is who is giving the property of the acid. он обладает свойствами кислоты. For example, there's different acids, different half hydroxy acids, Существуют различные кислоты, like glycolic, например, гликолевая кислота, миндальная кислота, lactic, молочная кислота, ascorbic. аскорбиновая кислота. Who is giving the properties of all that acids? Что придает непосредственно свойства кислотности всем этим кислотам? The hydrogen, the proton. Протон водорода. Then we dissolve this acid in the water, and then the water take the proton. И мы разводим кислоту в воде, и к кислоте присоединяется протон. And when we will apply the solution in the skin, И когда мы наносим раствор на кожу, the water is going to release the proton. вода высвобождает протон. That's why it's very important Вот почему это how the очень важно. water Как вода it is, how we can uniform the water. может повлиять на весь процесс, и как непосредственно сделать равномерный процесс пилинга. Maybe one of the most important things in peelings is not the concentration of the acids, is the water. Возможно, основным компонентом, очень важным при процедуре пилинга, является не содержание кислоты, а вода. Why we are not using alkaline peels? Почему мы не используем щелочные пилинги? Because it happened the opposite. When we have an alkaline, Потому что это все происходит совсем наоборот. Когда мы используем щелочь, instead of to deliver one hydrogen, one proton, вместо того, чтобы добавить один протон, the alkaline is going to take the proton, the hydrogen of the water. Вместо того, чтобы отдать, получается, протон, щелочь она присоединяет дополнительный протон и воды забирает. Then what is going to produce is not a burning, it's a necrosis. И должно произойти непосредственно не жжение, а некроз. That's why we only use acids. Вот почему мы используем только кислоты. Next. The pH. Why is important the pH? Почему важен pH? What it measures the pH? Что означает pH? Как он измеряется? The pH, what it measures is the tolerability of the acid when we will apply it in the skin. pH означает толерантность или переносимость на коже, когда мы наносим непосредственно кислоту на кожу. Why it's important the acids? Because are the only ones who can produce a cellular turnover in the skin.
Почему важны кислоты? Потому что кислоты – это одни из непосредственно составляющих, которые могут воздействовать на клеточный оборот клеток. It's important the pH in the acids. pH в кислотах очень важен. Just only when we talk about glycolic acid. Только когда мы говорим о гликолевой кислоте. Many people is asking, but what is the pH of this product? Многие врачи спрашивают, а какой pH, например, у данного продукта? But we never asking the pH of the TCA. Но мы никогда не спрашиваем pH у TCA кислот. We never asking the pH of the salicylic acid. Мы никогда не спрашиваем pH у салициловой We кислоты. never ask to the pH of a Chestnut solution. Chestnut. У пилинга Джеснера какой получается pH в растворе. It means that the pH is just only important in the glycolic acid Это значит, что pH очень важен только при измерении гликолевой кислоты, because we have to neutralize it. потому что нам нужно нейтрализовать ее. Next. Why it's important the pH? Почему важен pH? Because we must to have what we call the pharmacological pH. Мы должны обращать внимание на то, что называется фармакологическим pH. That is the maximum activity of that active ingredient. Фармакологический pH означает максимальная терапевтическая активность какого-либо ингредиента в чистом виде. But this pharmacological pH has to be on balance Но- with the physiological pH. Но данный фармакологический pH должен находиться в балансе с физиологическим pH. That is going to give us the maximum tolerance. И это должно дать нам максимальную переносимость на коже, два этих компонента. And at the same time, we have to keep the galenic pH. И в то же время мы должны сохранять pH Галлина That is going to give us the stability of the formulation. для того, чтобы обеспечить максимальную стабильность формулировок препаратов. One example is the vitamin C. Например, витамин С. Many times, if we will do a cream, we will make a cream. Если мы будем производить крем, If we dissolve the vitamin C and we will apply in the skin, not modifying the pH, если мы, например, растворим витамин С и нанесем на кожу, it's going to be too much acid. это будет довольно кислотно. Then we must increase the pH. И мы должны будем увеличить уровень pH. Then our skin is going to tolerable the product. Когда мы увеличим pH, то переносимость, например, на коже, она уже будет намного лучше. But we know that the vitamin C suffered oxidation very easy. Но в то же время мы знаем, что витамин С он очень легко подвергается окислению. Then we need to play with the 3 pHs to keep the right product and the right balance. Поэтому нам нужно непосредственно комбинировать вот данные три характеристики pH для того, чтобы обеспечить идеальный продукт и идеальную формулировку. And the pKa. Now today it seems like it's very important to talk about the pKa. На сегодняшний день важно поговорить по поводу показателей кислотности pKa. And I made a resume about to explain what it means really the pKa. Я бы хотела объяснить, что такое pKa. The pKa, the only thing that it measures is how acid is the acid that we have in front of the other ones. В свою очередь, pKa показывает непосредственно является показателем кислотности, то есть показывает нам отличительные свойства одной кислоты от других. What it shows us is that in a scale, На данной шкале, for example, the TCA, how acid is in front of the pyruvic acid and how acid is in front of salicylic acid. например, по показателям pKa мы можем увидеть различия, то есть где находится на данной шкале по выраженности силы кислоты трихлоруксусная, например, кислота, или пировиноградная кислота, или салициловая кислота, например. As lower is the pKa, Чем ниже pKa, we can release more hydrogens.
мы можем увеличить высвобождение больших протонов. then the peeling is going to arrive deeper. И пилинг может проникать таким образом намного глубже. When we see, for example, about the concentration, the effect of the concentration, Когда мы говорим о концентрации кислот, we must to really understand what we are using мы действительно должны обращать внимание на то, что мы используем, and what's the effect that какой we want to будет look эффект, for. на который мы рассчитываем. Because putting the example of the glycolic acid, Например, гликолиевая кислота. if what we want is to produce exfoliation, Если нам нужно получить эксфолиацию, this is the right acid to use. это правильная кислота для воздействия. But if we're going to look for a keratolytic effect, Но если нам нужен кератолитический эффект, it's not the right one. это не совсем подходящая кислота. Why? Because even that we will increase the concentration of the Почему? acid, Потому что даже если мы увеличим концентрацию кислоты, will not arrive deeper. мы не проникнем глубже. And the problem is, as more concentration that we will use, И проблема в том, что чем большую концентрацию кислоты мы используем, the trauma in the surface is going to be much more. и, конечно же, кожа будет травмироваться намного сильнее, в зависимости от большей концентрации кислоты. And irritation and trauma in the skin means a risk of a post-inflammatory pigmentation. И также сильная поверхностная травма и раздражение могут в итоге привести к сильному воспалению кожи и пигментации. Then, if we want to arrive here Если нам нужно достичь данного слоя, into the keratinocytes level, на уровне кератиноцитов, instead of to increase the concentration of the glycolic acid, вместо того, чтобы увеличить концентрацию гликолиевой кислоты, let's go to use another acid like the salicylic acid давайте использовать другую кислоту, такую как салициловая кислота or a Jesner solution или пилинг Джеснера, that is going to penetrate much more. который будет проникать глубже. Because at the end, what we are looking for Потому что конечный результат, который мы хотели бы добиться, is not to produce trauma, это не травмировать кожу, that it can give us hyperpigmentation. так как вы знаете, это может дать нам осложнение в виде гиперпигментации. We are going to look for to reduce the quantity of the trauma in the surface, but to arrive where we want to arrive. Но в то же время основной целью является, конечно же, нарушить поверхность кожи, но в то же время проникнуть на те слои, которые мы стремимся. We have to look for the synergic effect in between the acids because every acid has their own properties. Мы должны обращать внимание на синергетический эффект, потому что каждая кислота обладает определенными свойствами. We have normally with what we are working with all that acids that has different properties. Обычно мы работаем со всеми этими кислотами, которые обладают соответствующими свойствами. And between the synergic effect of all of them, И синергетический эффект между ними when we will combine them, будет эффективным, когда мы будем их комбинировать. we are going to arrive to different levels of the skin, И у нас будет возможность проникать на различные уровни кожи. and we can get different effects than to use just only one acid. И мы будем получать возможность достижения различных результатов, используя всего лишь одну кислоту. Next. If we have to check about the pills, we can classify the pills like time-depending pills or layer-depending pills. Мы можем квалифицировать пилинги на такие категории, как пилинги, зависимые от времени, и пилинги, зависимые от слоя проникновения. What is a time-dependent pill? That one that we are going to leave for a period of time. Что такое пилинги, зависимые от времени? Это пилинги, которые мы будем периодически повторять. Normally, the time-dependent pills are the ones that you have to neutralize. Обычно зависимые от времени пилинги – это пилинги, которые нужно нейтрализовывать. Like
like the glycolic acid, например, гликолиевая кислота. not in the case of the vitamin A that you have not to neutralize, Но не в случае с витамином А, который не нужно нейтрализовывать. or the layer-depending pills. Или же, например, зависимые от слоя проникновения пилинги, которые тоже не нужно нейтрализовывать. Like the salicylic, TCA, Например, Джеснер. салициловая кислота, пилинг Джеснера, that is going to be neutralized by ourselves. который нейтрализуется сам. Who neutralized that thing? What's the chemical process of the layer-depending pills? Каков же химический процесс проникновения зависимых пилингов от слоя проникновения? The frosting. Это фростинг, то есть замораживание. All the layer-depending pills are going to produce frosting. Все зависимые от слоя проникновения пилинги, они дают эффект фростинга. And even that the layer-depending pills are stronger, И зависимые от слоя проникновения пилинги, они сильнее and goes deeper, are и much safer. проникают глубже, и в то же время они намного безопаснее. Are much safer because your own self is neutralizing the acid. Потому что вы сами, ваш организм сам нейтрализует кислоту. And always it's up to you until what point do you want to arrive. И всегда на ваше усмотрение остается, да, тот уровень, тот слой, которого вы бы хотели достичь, и результат, который вы получите с этим. It means that when you get the frosting, have we to stop? When we get this whitening, have we to stop? It's not necessary. И когда вы видите, да, то есть этот эффект фростинга, покрывающимся белым цветом кожу, когда вот по времени нам нужно остановиться. Ну, вам не нужно останавливаться, потому что эти пилинги, они не требуют нейтрализации. As more layers you will apply of that acid, Чем больше слоев вы наложите данного пилинга, данной кислоты, it's going to be deeper. тем глубже проникнет пилинг. It's very important because many times in every show we are saying about degreasing, but when we mix the acid plus the oil, like the fat, it's going to produce soap. И очень важный момент, о котором мы говорим на каждой нашей презентации, это очищение. Дело в том, что воздействием кислотой на плохо очищенную кожу, которая в свою очередь вырабатывает кожное сало, мы при воздействии данных веществ получаем мыло. That's why sometimes we have a not uniform peelings, and it's because we didn't degrease in a proper way. И вот почему у нас не всегда получается равномерный пилинг, потому что мы не хорошо обезжирили кожу. If we will see the different peels, we have the skin recovery peel. У нас есть различные виды пилинга, такие как skin recovery. That is a combination of different alpha-beta peel. Это комбинация различных альфа-бета-кислот. It's a layer-depending peel. Это пилинг, зависимый от слоя. Is as more layers that we will apply, И чем больше слоев мы нанесем данного пилинга, deeper is going to arrive. тем глубже он проникнет. It's going to produce frosting, И также он производит эффект фростинга. and it's a combination of different acids, alpha and betas, Mm. like the salicylic, like the beta, И вот различная комбинация альфа-бета-кислот в процентном соотношении. and two alpha-hydroxy acids like the mandelic and the lactic. И миндальная и молочная кислота содержит, например, 10-5%. This is very curious because Это очень интересный момент, if we compare the pH потому что если мы сравним of уровень this solution, данного раствора, we can see that it's higher мы увидим, что он выше, than, for example, 70% glycolic acid чем, например, 70% гликолевая кислота, that has pH 0.6. которая имеет, в свою очередь, pH 0,6. But this formulation with a higher pH is going to go deeper. Но данная смесь с высоким pH рассчитана на то, что непосредственно проникнет глубоко в кожу. It means that it's not as important, the pH in the solutions. И, соответственно, вы видите, что pH, опять же, он не так важен в направлении глубины проникновения пилинга.
Next. And what is very important is that not all the peelings, it works for everything. И в то же время вы должны понимать, что не все пилинги работают по, получается, всем показаниям, по всем направлениям. The most important is we must identify the pathology to choose the right product. Мы должны определить патологию кожи и потом уже выбрать правильный вариант лечения. For the skin recovery, the indications are like these ones, like oily skin, comedogenic acne, folliculitis, red stretch marks. Например, для таких показаний, как регуляция секреции кожного сала, угревой сыпи, фолликулиты, растяжки красноватого цвета подойдет. The protocol how we are going to apply it with the cottons, and we will apply layers of this acid. И протокол нанесения мы будем использовать ватные палочки. Always we are going to do the same. We are going to cleanse, we are going to degrease, and then we are going to apply the product. В каждом протоколе мы делаем одни и те же процедуры, то есть мы обезжириваем и непосредственно очищаем кожу, и потом наносим пилинг при помощи ватных палочек. The quantity of layers, it depends of the skin of the patient. Количество слоев зависит от состояния кожи пациента. And it depends how deep do you want to arrive. И также зависит от того, насколько глубоко вы хотите непосредственно проникнуть в кожу. And it's very important that after the procedure, put the sunblock protection and hydrate that skin. И также очень важно после процедуры использовать солнцезащитные крема и использовать увлажняющие продукты. Very important. With the layer-depending pills, TCA, Gessner, Salicylic, never apply water after the peel. И очень важно понимать, что в пилингах, зависимых от слоя нанесения, никогда не стоит использовать воду после пилинга. Sometimes we want to give comfort to that skin, applying cold water. Иногда мы хотим в целях комфорта пациента, то есть применить холодную воду в процедуре. But what you are going to do is reactivate that acid, and it's going to burn much more. Но то, что вы сделаете, вы активируете действие кислоты, и пациент будет испытывать большее жжение после процедуры. And that water will make that the acid will go deeper. И вода будет способствовать тому, что кислота пройдет глубже. And then you are going to have a possible hyperpigmentation in the future. Скорее всего, в будущем вы получите гиперпигментацию. It's like if you have a pan with hot oil, and then you throw it water, it's going to explode. The same thing that happened in that case. Это равносильно, что у вас есть горячее масло, и вы выливаете туда воду, и, соответственно, такое же будет ощущение у пациента. Yes, next. Normally, we apply one session every 15 to 21 days, in between 2 and 3 weeks. Обычно мы наносим пилинг один раз в 15-21 день, от 2 до 6 процедур. We will do in between 2 and 6 sessions. 2-6 процедур. We can apply first glycoage, just only to change the permeability of the skin. Сначала мы наносим гликоэйдж просто для того, чтобы увеличить, получается, проходимость веществ в коже. Important not to neutralize. Важно то, что его не нужно нейтрализовать. Next. And we can see that in comedogenic acne we can improve quite a lot. Вот, например, картина того, как мы можем улучшить картину с акне. It's important about talking about the acne. The peelings always has a diffuser effect. Очень важно поговорить об акне, потому что пилинги имеют диффузный эффект. Why we are using many times the peels? To balance the pH. Почему мы используем очень часто пилинги? Для того, чтобы сбалансировать уровень pH. After to treat the acne with the different antibiotic therapies, Rakutans, or the other things. После, получается, процедур различных процедур с антибиотиками, Rakuten.
when we got to improve that acne, what we are doing is to apply a pill. Why? Because we want to balance the pH. И также мы должны после данных процедур наносить пилинг. Почему? Потому что нам нужно сбалансировать уровень pH. Normally the acne skin has a pH around 6.3, 6.4. Обычно уровень pH кожи непосредственно с кривыми высыпаниями колеблется 6.3, 6.4. 6,3, 6,4. And we need to leave it again to preserve the acid mantle in 5.5 in the skin. И также мы должны воздействовать кислотой с показателями 5,5 Next. для баланса. Innoaesthetics, it's a treatment based in vitamin A. Innoaesthetics – это пилинг с витамином А. That's very indicated for photoaging, pigmentation, dyschromias. Очень показан для фотостарения, гиперпигментации, также дисхромии. The concentration of the different actives that we have is 3% of Концентрация vitamin различных A. активных ингредиентов, которые мы имеем в составе Innoaesthetics, Combine it with different active ingredients that is going to produce the dyspigmentation. Соответственно, сочетание данных продуктов также способствует тому, что после лечения не возникнет гиперпигментации. Next. Where we are going to use lightening? В каких областях мы применяем лайтинг? For moderate inflammatory acne, Для средне выраженных акне, superficial to moderate dyschromias or hyperpigmentations, средняя или маловыраженная степень дисхромии или ее профилактика, or photoaging that is going to come with hyperpigmentations. или же фотостарение, которое вскоре может перейти в пигментацию. Next. The protocol is like always the same. Cleanse, Вот такой же похожий. degreasing, То есть также очищение, например, депилинция, обезжиривание кожи, we will apply a layer нанесение of the product продукта, слоя, and we are going to leave it in between 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, it depends the pathology. оставить в зависимости от патологии кожи от 30 минут, 45 минут или до часа. Why we need to leave it as long time? Почему нам нужно оставлять пилинг на такое длительное время для воздействия? Because the vitamin A has a big molecular weight and it takes time to penetrate through the skin. Потому что у витамина А очень высокий молекулярный вес и нужно время для того, чтобы проникнуть на нужные слои. And at the same time we need to reach the deepest layers of the skin. И в то же время нам нужно достигнуть глубокого слоя кожи, Of the epidermis. эпидермиса. After that we can cleanse and that's it. We После will этого use, мы можем, получается, очистить кожу и все, закончить процедуру. it's important, next, it's important always to repeat the treatment after 30 days. Очень важно возобновлять лечение процедуры после 30 дней. Normally we are going to do 3 sessions Обычно мы выполняем 3 процедуры. and extremely important to use the post-treatment. И очень важно использовать постпилинговый уход. How we are going to get the result is with the post-treatment. The pill is just a shock effect. Также, чтобы завершить непосредственно эффект пилинга, нужно использовать различные препараты, линейки на ТДС для завершения этой процедуры. And following the protocol, after 3 treatments, we can get excellent results in front of the hyperpigmentation. И вот результат, который мы получили против выраженной пигментации. You can see these persons after these 3 treatments. Вы можете увидеть изменения на лице пациента после 3 процедур. How the pigmented it is next. Вот сейчас пигмент. You can see here the pigmentation. This is just only after 2 sessions.
Вот также здесь изменение в пигментации только после 2 The result всего of лишь. that. Такой хороший результат. Next. We have the other product that is the TCH Также у нас есть такой продукт, как TCH, that is going to work for restoration of the skin. который непосредственно используется для восстановления и для лечения кожных патологий кожи. It's a combination in between the TCA plus a beta hydroxy acid. Next. Это пилинг комбинации TCA кислот. What we are using is 15% of TCA and salicylic acid 7%. Мы используем в этом пилинге 15% трихлоридную кислоту и 7% салициловую кислоту. It's a time-dependent peeling, that it means that we have to apply layers. Это времязависимый пилинг, то есть, соответственно, мы должны наносить его слоями. Next. Where we are going to use the product. Показания для применения данного препарата. Moderate photoaging. Средняя степень фотостарения. Growth fit, atrophic stretch marks. Гусиные лапки, растяжки атрофические. Scars, acne scars. Шрамы от акне или акне. Especially when we need to go deeper and to lift up the scar. Особенно, когда нам нужно, это особенно актуально, когда нам нужно проникнуть на низшие слои кожи. We are going to use the same protocol like before, like any layer depending peel. Также мы используем схожий протокол с тем, что вы видели ранее для слоя зависимых пилингов. We are going to get the frosting. Также мы достигаем эффекта фростинга. We never will neutralize the peel. Когда мы нейтрализуем этот пилинг. And as more layer we will apply, deeper is going to arrive the acid. И чем большее количество слоев вы нанесете, тем глубже проникнет кислота. And more effect we are going to get. И более выразительный эффект вы получите. But remember, we must to balance the frosting with the deepness. Но помните, что мы должны балансировать эффект фростинга и глубины проникновения пилинга. To prevent the post-inflammatory hyperpigmentation. Для того, чтобы предотвратить воспалительную гиперпигментацию. The application protocol is you are going to apply every 15 days or 21 days. Протокол процедуры один раз в 15-21 день. 3 процедуры. And we will do around 3 pills to evaluate the clinical effect. И мы сделаем 3 процедуры для того, чтобы непосредственно посмотреть на клинический эффект от процедуры. We can see the results after 3 treatments. Вот результат после 3 процедур пилинга. We can see the results after 3 treatments. Также результат после 3 процедур пилинга. How many layers we were applying? Сколько слоев нужно наносить? 4-5 layers. 4-5 слоев. We were looking for that frosting, very intensive. Мы наблюдаем за эффектом фростинга, который будет происходить очень интенсивно. And later we can continue with TDS treatments, like mesotherapy treatments, to reestablish completely that phase. И далее мы можем продолжить процедуру лечения кожи при помощи препаратов и на ТДС. What is important is to know where are the limits of each treatment. И что важно знать, нужно понимать, где именно вот эта вот конечная точка прекращения лечения, например, мезопрепаратами или же пилингами. That's why combination is very important. Вот Next почему one комбинация очень важна. is Mandelash. Следующий пилинг это Innoaesthetics. Next, it's a half hydroxy acid peel. It's very gentle. Это мягкий пилинг, кислот. Is mandelic acid 45%. На миндальной кислоте 45%. Has different properties, the mandelic acid in front of the hyperpigmentation or the acne. Имеет различные свойства против гиперпигментации или направление воздействия на акне. Because the bacterial properties. Потому что у нее есть антибактериальные свойства также. And the indications where we are going to use it is in mild photoaging, Средняя степень фотостарения, mild inflammatory acne, воспалительное акне, to prevent the dyschromias or mild dyschromias, mild pigmentations. для предотвращения или устранения дисхромии кожи или гиперпигментации. Next,
It's a time-depending pill. Это времязависимый пилинг. It's a time-depending pill that we are going to leave it for a period of time. It's going to work more or less like a glycolic acid. Это пилинг, который будет непосредственно воздействовать, аналогично как и пилинг гликолевой кислоты. We put it that we need to neutralize. There's many times that even we don't need to neutralize it. Нужно всегда нейтрализовать данный пилинг. Just only using water, because this is a half redoxy acid, we can give comfort to the skin. И также при помощи воды мы можем непосредственно после нейтрализации, после умывания пациента, таким образом сделать более комфортную процедуру. And just after that, next. And it's important, like the other pills, let's go to reestablish the skin, do the treatment every 21 days to 30 days. И очень важно для восстановления кожи, непосредственно делать процедуру 21-30 дней. Leave the skin to rebuild that skin. Давать время для восстановления кожи. And we're going to apply 4 to 6 sessions really to see that result. И нужно где-то провести 4-6 процедур пилинга для того, чтобы увидеть какой-либо результат. Next. For that rough texture in the skin, very little pigmentation, very little skin active acne, the Mandelash is very good for that. И данный пилинг Манделаш очень хорошо подойдет пациентам, у которых очень грубая кожа, у которых есть какие-то начальные формы пигментации, у которых есть начальная стадия, если не выражена, не совсем ярко выраженных акне. Вот в этом случае этот пилинг очень полезен. We have the Expo Biocin. Также у нас есть Expo Biocin. That is a combination of polydroxy acids plus vitamin C. Это комбинация полигидрокислот с витамином С. It's a combination, next, of 25% polydroxy acid. That is a very gentle acid. Это очень мягкая кислота, лактобионовая кислота, 25%. What we are looking for is to create the channels in the skin. А что нам нужно? Это непосредственно обеспечить канал проникновения в коже. Then when we will apply the vitamin C, После чего мы уже нанесем витамин С. the vitamin C is going to be absorbed. Витамин С, который будет непосредственно способствовать абсорбции And it's going to give us a glow effect. и будет способствовать приданию коже эффекта сияния, It's going to give us luminosity in that skin. и который даст эффект непосредственно свечения кожи. The indication of this pill, Показания для проведения данной процедуры, данного пилинга. prevention of the photoaging, Предупреждение фотостарения, sensitive skin, чувствительная кожа, glow effect, придание коже сияния. and always when you finish with the treatment, when you are doing all the peelings, И всегда, когда вы делаете любые пилинги, imagine that you did 4 TCAs. представьте, что вы сделали 4 процедуры TCH. What you are going to apply to preserve what you got with that TCA? Что вы нанесете для того, чтобы непосредственно закрепить результат полученного пилинга? Because you cannot apply TCA forever. Потому что вы не можете постоянно наносить TCH. Then you can give this maintenance, this glow effect with something like Biocin. Поэтому вы придадите вот этот эффект сияния, да, эффект более восстановленной кожи при помощи биоц. The effect is the protocol. It's a time-dependent pill. Вот протокол времязависимого пилинга. That what we are going to apply first is the solution Прежде всего мы должны нанести раствор of the lactobionic acid, лактобионовой кислоты. and after that we are going to take the vitamin C, И после этого мы должны взять витамин С. and then we are going to apply this vitamin C that is covered with the hyaluronic acid. И, соответственно, потом нанести этот витамин С. Раствор витамина С. Next, the application protocol is going to be to make one pill
every 5 to 6 weeks to give this glow effect. И для достижения вот этого эффекта сияния достаточно 1 раза в неделю проводить процедуры в течение 5-6 недель. И данный пилинг очень популярен среди клиентов. Почему? Потому что они видят сразу же незамедлительный результат. Им очень нравится эффект от данной процедуры, который они видят сразу. Next, I'm putting this picture because that girl, she doesn't want to get any treatment. Я привел в пример данного пациента, фотографии данного пациента. Почему? Потому что данная женщина, она не хотела проводить какие-либо процедуры вообще. Она не хотела, то есть, никаких процедур с использованием филлеров, ботулинического токсина, лифтинга. И все, что она хотела, это непосредственно получить какой-то эффект, сияния кожи. Что-то, что будет хорошей альтернативой вот всем вышеперечисленным процедурам. И еще один препарат — это GlycoH. Это сочетание гидроксикислот. We can say that it's going to be like a glycolic acid pill. Мы можем сказать, что это пилинг наподобие гликолиевой кислоты. In different combination with another acid that is going to combine and it's going to give another options of the effect. В различной пропорциональной сочетаемости с другими кислотами для того, чтобы получить эффективный результат. We can add the properties of the mandelic acid. Мы можем добавить в этот пилинг свойства, например, миндальной кислоты и молочной кислоты. The indication for these glycopills И показания для данного гликопилинга is for open pores, расширенные поры, cutaneous exfoliation, обычная эксфолиация кожи, cirrhosis, dry Cirrhosis. skin, dry skin. And you can see how it can be the improvement with like any glycolic acid pill. И вот как может выглядеть кожа после процедуры с гликолиевым пилингом. And the last one И последний пилинг is a very specific pill – это очень специфический пилинг, that is the point by point, который очень точно, шаг за шагом. that it's a combination in between TCA plus salicylic acid. Который является комбинацией ТСА кислот и салициловой кислоты, TCA in a higher concentration высокой концентрации TCA, just only to apply specifically in points. в основном наносится какими-то точками, да? In Локально. simple keratosis, actinic Простейший keratosis, кератоз, атинический кератоз, lentiginous, лентиго, wrinkles, the морщины, surface around the mind, what we call поверхности вокруг рта, the морщина. barcode wrinkles. Морщины рта. We will apply just specifically with a cotton bud. Мы наносим при помощи ватной палочки локально Next, на поврежденный участок. this is the concentration, these are the descriptions. И вот показания. This is the formulation, TCA 35%, salicylic acid 10%. Состав TCA 35% и салициловая кислота 10%. Next, Следующее показание, то, что мы с вами говорили, кератоз, старческий кератоз, лентиго, морщины вокруг рта. next. The protocol to use is just specifically where we have that lentiginous, that actinic keratosis. И вот протокол использования, о котором мы с вами говорили в случае с лентиго, актиническим кератозом и так далее.
it can only be repeated every 6 weeks. Также он может, данный вид пилинга может быть повторяться через 6 недель. And you can see here, Также вы можете видеть здесь на изображении, when you have the lentichinus, когда у пациента есть лентиго, when you will apply, immediately it's going to produce a deep frosting. когда вы наносите данный вид пилинга, на поверхности возникает эффект фростинга. And this is after 15 days, 20 days, how it's going to be recovered that skin. И 15-20 дней для восстановления кожи. And again, another case of lentichinus. Еще один вид лентиго, пример с лентиго. Just only applying in dots in every point, how you can reestablish. Просто наносите точками местно, местами на те пораженные участки кожи, где это необходимо. Recover that skin. И кожа восстанавливается в данных участках. Не требуют нейтрализации? No, never. Нет, не нужна Then нейтрализация. TCA, you never have to neutralize that cell. Okay, this is the end. Это конец нашей лекции. Sorry to go too quick and to give too much information. Простите, in these 3 что hours, занял очень много времени и дал очень много информации на but it протяжении was a 3 big часов. pleasure to be with you. Thank you. Но было очень приятно провести это.